Меня зовут Игорь Воробьев, и я самый необычный видеообзорщик на Земле. Когда мне исполнилось 20 лет, я начал смотреть обзоры на Ютубе. При просмотре одного из обзоров блогера я подумал, а чем же я хуже? В этот момент на столе у меня стоял энергетический напиток флеш, с чего я и решил начать. Но я не стал ограничиваться одними энергетами, а пошел дальше. Начал смотреть прохождение игр, а также обозревать безалкогольное пиво. В жизни я обычный человек, бакалавр, но в интернете я должен стать кем-то другим. Я должен стать чем-то другим. На данный момент я Пернатый. Доброго времени суток и летной погоды желает вам в выпуске под номером 142 Пернатый ИгорЯна. Очередная моя часть. Все время забываюсь, какие посмотреть перед началом выпуска. Ну, в общем, осталось 4 гран-при. Сейчас Инди Найт, Индия. Почему-то я думаю, что их должно быть 5, ну и 4. Индия, ОАЭ, США и Бразилия. Недавно совсем прошло при Малайзии, к сожалению, последняя. Очень потрясающая гонка. Ну, не то, что потрясающая, такая хорошая, в принципе. Победа была за Верстаппеном, это было даже прям неожиданно. Потому что я думал, Хэмилтону-то ничего уже не помешает победить. А вот, как оказалось, есть такой человек, как Верстаппен. Фух, так, еще без разговоров пока что. Не получится нормально срезать. Он уже уехал. Обалдеть. Вот как это вот уже мне так получилось столько проиграть, интересно. Капец какой-то. Ну, я не уверен, что я займу 19 место. 20 год. Это уже последний вроде. 5-4. Пастор 15, Хюлькенберг 11, Алонсо, Хэмилтон, Роспа. Да. Чудно. Ладно, в следующий раз уже будет все-таки побольше гран-при у меня, так сказать. В смысле... Господи, как это называется-то? Ну, в общем, будет больше круг квалификации я поставлю. Что это невозможно. 15-7, опять будет все фигово. Ничего не хочу менять. Поехали. Ну тогда, в общем, Верстаппен выиграл. Хэмилтон второй. Феттель стартовал с последнего места на 4-й позиции. Подъехал. Немного совсем не хватило. Ну, шины умерли, так сказать. И дебют Гасли, не помню, куда он приехал. Единственный второй рост, который приехал. Сайнс сошел. А сейчас у нас тоже такой интересный момент.
я не вижу ничего. Перебор, возможно. Ой-ой-ой. Ну ё... Пока что без ничего, окей. Ладно. Меня это пока что устраивает. Ух ты, блин. Тоже лезет, а? Как мне вот теперь это не отпускать? А вот интересно. Это не совсем там рядом. Я уже их пустил. В принципе. По сути, широко. Еще шире. Обалдеть. Ну куда ты лезешь? Скажи мне, дружище. Марк, куда ты вот лезешь? Обалдеть. 4-я позиция была. Вообще шикарно. Я не спорю, я переборщил выбор. Штрафуйте, так не штрафуйте. Снова отыгрывать заново. Где-то вообще уже уехали далеко-далеко. Так, ну сейчас должен, по идее. Угу. Даже на скорости. Фу. Ладно, я отыграл как-то быстровато все-таки. Научиться проходить все эти повороты, да? Блин. Ну и что это? Так, почему такие торможения? Ненавижу это. Эти вообще уже уезжают, уже, блин. Что за непруха-то такая? Капец. Здесь я тогда уже нас туда я здесь обогнал уже на том круге. Мне кажется, сейчас мне это настолько не приближаюсь к этому. Сейчас я это просто очень быстро сделал. По сути. Фух. Вот эти вот повороты проклятые для меня. Еще в хвосте сидит. Это я слишком далеко отпустил уже. Не надо. 4,2. Ну, короче.
самом деле печально. Отрыв уже большой стал. Просто из-за того, какой эти ошибки, что не знаю, вот еще один. Наконец-таки я вот так вот пройду этот поворот. Приходилось, чтобы отгонять сюда. Внешне. Точнее, внутренне приходить, так сказать. Ну никуда эти вот так вот тормаживания, блин. Вообще что, самый лучший круг. Да, вот уже и масса подошел сюда. Капец какой-то. Вообще не могу. Выбер уже рядом. Жалко, что Феттеля отпустил далеко. Прям это очень жалко. Все равно как-то плоховато я прохожу. Так, мои любимые повороты 4,8. Снова ждут мои ошибки. Не на этом круге. Уж точно. Капец какой-то. Ух ты! Здесь я воспользуюсь, пожалуй. Классно. Я не попал по кнопке. Это смешно, но это так. Я не попал по кнопке газа. Ну зато Феттелю кайф. Мы-то между собой там боремся. Еще и Вебер там пытается нам помешать. Он уже проходит поворот. А я еще на середине где-то прямой там поближе. Это такое, на самом деле, слабое утешение. Так. «19 секунд». А, уже розбор даже. И все, уже 19 секунд. Обалдеть. Как уже взялось столько много. Откуда? Я ж более-менее. Вот куда он лезет, я понять не могу. Постоянно. Что он лезет? Там мне все равно сейчас ехать. Пит-стоп. На этом повороте я понял, что моя машина уже почти хана. Сейчас стоп, слава богу, приезжать. Механики ждут, на этом круге иди на пит-стоп. 11. А я 4-й, потому что приятель заехал. Надо вообще очень хорошо проезжать, чтобы пытаться как-нибудь впереди него. Потому что я не знаю, что это нужно сделать.
на самом деле отрыв вообще минимальный. Если посмотреть по кадру, я сейчас смотрю, как там все проходят. Очень быстро, так сказать. Да, но лучшего круга у меня не будет, потому что я за этого бокса. Да и потому что я не подольше накосячить из О, шины. Добрый день. Нельзя через что вызывать. Да я помню. Так не забудешь, знаете ли. Вот уже просто. Тут даже мимо. Капец, это тут тоже драгоценное, можно сказать, время потерял. Да. Канал 9. Тише. Уже все в пистопы поехали. Еще нет. Чего ты? Быстрее. Где там чуваки? Как они все далеко были? 10 секунд. Блин, на 8 кругов стоит вот такой комплект резины. Я его уж убью. Мне кажется, за 2 круга он уже точно умрет. С моим-то вождением, в частности. Вот не могу я проходить поворот, но не знаю почему. А уже и Чилтон, вот он. Куда? Фига. Выбор. Сорян. Вот так вот. И в отрыв. Хитрый третий. Ай, да, хитрый это вообще ангел достать. Где он там еще? Офигеть, как он далеко. 17 секунд. Да вы шутите, ребят, наверное. Точно зашиканул стоп. Ого, как обалдеть, у него баллон со временем по сравнению с моим-то на 37. Прям разница, так сказать, сразу же видно. Ну ладно, у меня это 1.35, окей, ну потому что еще резина такая. Тут как бы у меня не было, как у Феттеля в борьбе с Рикьярдо, что было все нормально. Гран-при Малайзии имею в виду. А потом, когда все уже,
Тогда уже начал сильно от него отставать. Вот я не знаю, выбор с массой у меня есть. Не буду это озвучивать, ладно, посмотрим. В принципе, так уже будет догадаться, о чем я думаю. И вторую мысль я тоже не буду озвучивать. Озвучивал бы потом, они, конечно, возможно, очевидны, но, пожалуй, я их потом озвучу, эти его очевидные мысли. Вокруг не будет. Потому что слишком перетормаживает. Автоматически болит. 4 еще лучше. Блин, Вейбер уже рядом совсем. Эх, не получилось. Твой преследователь отстает менее чем на секунду. Он может использовать систему ДРС. Обалдеть, Хюлькенберг, а ты там как оказался? Что с массой? Блин, я думаю, так сейчас много очков. Может будет шанс отыграть. А он уже вон он где. Ну прям вообще. Вот когда не надо вот. Эх, ладно. Секунд. Блин. Не получается мне с вами пройти поворот, как надо. Вот где ты нужна помощь при торможении, так это здесь. Не, ну вот, вы мне еще сразу это дайте. Странно. Опять здесь еще тоже. Ой, да здесь вообще. Да. Блин, не получилось. Ладно, здесь я не буду керс использовать. Ну вот ДРС почему не работает? То есть странно, я его пытаюсь прожимать. Блин, как же близко это было. А, он масса, 1 Хюлькенберг 11, все окей. Все замечательно. Оба, да? Как я, да? Какой я нах? Похоже, тебе назначили штрафное время. Ну теперь уже можно, как говорить, да, думаю, что наконец-то впервые буду на 4-м месте. Угу. Типа, мол, сколько не был. А что там с Эвером, хотя бы интересно. Ну что это такое? Почему такие оттормаживания? Капец, это вот вообще. В штрафном времени мне еще не добавляли 20 секунд никогда. Что-то новое. Опять же, такой возникла мысль в голове, что бросать эту формулу. Хочу посмотреть, какой мне контакт предложит в конце сезона. Все-таки ладно, сейчас их... Если снова видимся, то не знаю, буду ли пробовать. Хочется побыстрее за машину куда-нибудь сесть.
равно Масса уезжает. Все-таки, походу, резина у меня уже того. Значит, походу, выбираю все-таки выдох. Ну, не спорю, да, куда, конечно, лезу. Да, в лучших традициях тех, кого я ненавижу, постоянно в каждой гонке, наверное, действую. Переса в особенности, Хэмилтона в частности, с Верстаппеном. Все, он не ехал. Шины дают сбой. Мне еще и 20 секунд добавили. Просто лучше не придумаешь. Наверное, все-таки опять же там был виноват. Скорее всего. Ну, потому что, ну, особых ошибок на круге не совершал. Уже 3 секунды у меня. Масса. Достаточно. Ну все, как я говорил, 2 круга. И шины уже поплывут. Керстner напрямую, естественно, мне особо поможет. Добавить 20 секунд, я думаю, я буду за десяткой. Но буду впереди надо. Как бы, может быть, давно пофиг уже на очки на самом деле. Массу я, естественно, достать не смогу. Ну что же, я уверен, что как со мной действовал Вебер, я с ним не менее жестко обошелся. Опять же, мое мнение сугубо. Все-таки от формулы FIFA надо отдохнуть, я думаю, что прям подряд буду снимать. Вот он, Грожан уже меня обгоняет. Сейчас 7 минут будет обгонять. Туда-сюда. Это 2,6 проиграл, самый с последнего круга. Блин. Не получится все-таки Грожана сделать. Если и Грожан уже сейчас буду проигрывать. Будет снова 5-е место. Не 4-е, потому что Масса очень далеко уж отрывался. Грожан слишком близко ко мне находится. Ну а это последний круг уже. Хэмилтон выиграл. 7 секунд от Массы. Обалдеть. И за это мне еще штраф дали. Тебе присудили штрафное время. В конце заезда его прибавят к твоему результату. Мальдонадо 2 очка набрал. Я рад за Мальдонадо, но у меня могло бы быть 10, а Хилькенберг 14. Ничего не хочу смотреть.
Было бы уже бы 5 очков бы до него. Придурки еще и радуются. Я еще пока подумаю, ребят. Настроение off. А вообще круто, что в 40 позициях, то есть в 40 секундах 15 позиций оказалось. Нереально немножечко. Ну ладно. Объединенные Арабские Эмираты. .336 по чикам в час разве? Яс Марина Сёкет. Давайте всем рад. Я вообще никак не хочу реагировать. Мне хоть каким приезжать. Просто теряешь смысл. А, здесь у меня проходит тест молодых пилотов. Окей, я понял. Тем более вдвойне странно, что я так начал, значит. Смысл второй сезон ехать где-то. Если все так отстойно-то. Если не тяну я. А, ну да, я помню, здесь я постоянно ошибался. Нормально. 19 место, Unreal опять же. Быть впереди Мальдонадо также Unreal. Блин, Мальдонадо набрал первые очки. Действительно, это событие мирового масштаба, не побоюсь этого слова. Вроде бы надо было проходить как бы за... Да, вот эту часть я и не прошел-то. О, да, здесь я тоже выезжу. За 3.50 надо было проходить там 2 круга. Ну, то есть в среднем это где-то минута 55. Я 18-й, Паста 16-й. Алонсо Щетльмас. А где товарищ? Наконец-то даже не высвечивается. Опять-то фальшивая радость. Ну, не последний. Потому что ну хоть эту трассу знаю. Ну, вот эти вот реально. Давайте-ка мы теперь... Надоело нам типа питлейну гонять. Давай-ка ты... в попе мира будешь благодаря штатным секундам. Сволочь. Чё теперь? На 6-м аж. На жестких... Ну, на жестких если заканчивать, ладно. Поехали. Что тут смотреть-то? Сущные доли все покрути.
Я еще на Керсе, он, наверное, не на Керсе. Все-таки тоже, блин. Хотел протиснуться, получилось некрасиво. Ну, как обычно, в общем-то. Ух, да, вот это вот жестко. На самом деле. Было. Так, здесь вот шпильки еще можно. Ух ты, тут даже срезают, ребята. Какое-то столкновение, не знаю, или что тут. Все-таки ну, не только у меня какие-то столкновения. Да что ж это такое? Почему я? Так, пока что без наказания. Пока что я уже ожидаю того, что будет наказание. Вот. Вот так вот надо здесь проходить правильно. Руки помнят еще немного. Второй попытка надо проходить. Ну-ну-ну, что это такое? Какие нафиг заносы? Это вот очень удобная трасса в плане обгонов для меня, потому что они все рано оттормаживают, но когда я догоню еще эту группу, я не знаю. Тем более, что у меня таких вот косяков производственных, ну, очень много. Они, скорее всего, едут от меня, чем я догоню. А ко мне, да, приедет кто там, Перес. А зачем я здесь тормозил? Я уже по привычке, я просто забываю, что это так нужно проходить. 4,6, ну... Мне что-то кажется, что будет здесь очень весело. Уже Ника за мной. Вот так вот. Перегда за мной. Это лишнее будет. А что такое с машиной тут? В общем-то, улучшений особых нету, благодаря автоматической тормозовке в поворотах. Я не думаю, что у меня получится приблизиться к нему. Все, вот здесь вот я буду очень часто ошибаюсь, что для меня прям удивительно. Тоже нужно было тормозить. Да. Да и раз разрешен, но мне как-то с этого, знаете ли. Жалко, вот интересно, еще не показываю здесь, кто за сколько кого служит в пидстопах. Сколько интересно у меня по сравнению с другими там, или отставание там или что, я не знаю. Слишком далеко его выберешь, отпустил. Да и Ника не особо далеко. Да и не только Ника там. В принципе, они там все рядышком. До 10-го места.
что самых больших кругов-то в гонке на самом деле не делал. Опять, а почему у меня здесь, слушайте, ну, когда я раньше проходил, у меня здесь таких особых проблем-то не было с прохождением этого круга. Не понимаю я, честно, в чем дело. Здесь прям какие-то такие аномалии, так сказать. 51,1, ну да. Это существенно. 4,9. Вообще, на самом деле, очень тяжело управлять. А, я опять забыл этот поворот. Что-то немножко не попало из памяти, когда надо тормозить, когда вызывать вовремя. А может реально стоит продлить контракт, не знаю. Капец. Потому что явно мне из Феррари не предложат. Да и куда выше Вильямса, я думаю, тоже. Хотя вот на Заубер, да, предложил. Надо было тогда говорить прям сразу. Я согласен. Кто его знает, а вдруг там у них машина будет еще хуже. Да, сейчас очень плохо прошел этот круг. Поэтому отрыв такой. Слишком мало в гоночку все-таки погонял, чтобы какой-то опыт иметь. Прям такой существенный. Уже перец восьмой. Форсинги уже делает Заубер. Тоже сильный. Ну да, в принципе, можно понять по поворотам, как я вхожу, что может быть не самое лучшее решение было с точки зрения механиков ставить мне такой тип резины. Хотя нет, в принципе, почему? В общем-то, еду же ведь так. Просто надо уметь управляться с точкой. Почти идеально прошел этот поворот, обалдеть для себя. Механики готовы тебя принять. Иди на пит-стоп на этом круге. Да, пора бы. Конечно, это спасет, потому что слишком уже большие отрывы. Ну, вот он уже. Чека. Гармошечка, так сказать, идемся.
Короче, не знаешь, когда надо газовать с этими машинами, когда не надо. Вот. Когда ты совсем большой скорость едешь, да, тогда нужно говорить вот. Я наконец-таки типа прохожу нормально. Но это без скорости совсем. Ой. Где пастырь, интересно? Остальные тоже. Тут так все. Надо, проехал. И Хюлькенберг против. Значит, на раньше еще пусто поехал. Пока что все хорошо. Так, нельзя убивать. Ой-ой-ой. Нам нужно догонять, обгонять побыстрее. Половина дистанции практически пройдена. Просто не знаешь, насколько надо тормозить, чтобы сберечь тишину до конца. Они мне еще очень пригодятся, я думаю. Широко. Стой здесь более-менее. О, друзья, товарищи, вы все здесь. Как я рад, что вы все здесь. Уже и Ника рядом опять. Ты не уезжал на боксе, уже рядом снова. Нормально, тут все было более-менее аккуратно. Все-таки код. Ух ты, это 5-й. Ну, просто к какому кругу у меня шины будут офигевать нагрузок. Прям очень такой интересный вопрос.
естественно, где-то сейчас лечу, что есть мочи. Попробует нас туда догнать, а? Вообще не знаю. 12 секунд я вообще не отыграю. Столько много я ж никогда не отыгрывал. Все-таки. Хюлькенберг вообще. То есть вообще почти ничего не отыграю. Если получится. Я еще из 1.52 еще, оказывается, лучше. Ого, Хэмилтон. Губа не дура. 51, 52. Еще бы 14 уже. Ты знаешь, почему мне так ехать-то? Я не могу в таком темпе, как вы едете, ребята. Вот вообще прям не получается. Так, Хюлькенберг, надо его обгонять, ребят. Широко. Но они приближаются, пока меняются. С тем кругом они приблизились. Там было 6,7, сейчас где-то будет 4. Может быть, я уж не знаю, сколько там. Уже выиграть, что ли? Что ж вы мне не показываете, сколько-то... Сколько им до меня, которые отстают-то. 4,5. Ну, почти как я и говорил, в принципе. Вообще, опять же, ненужная ерунда. Сейчас будет за где-то 1.53 где-то будет. У нас 1.49 вообще. Ну да, 1.53 у меня. Не могу я идти в таком темпе, в котором идут они все. Не получается. Вообще такой машины, хотя он залбрусская машина 6. Что значит машина? 0.8. Как так стоит приблизиться-то, а? Хюлькенберг.
Видимо, машина уже опять у меня умирает. Ну вообще не за шанса никакого давать, даже микрошанс. Как ему не дает микрошанс? Уже бежал. Хорошо. По-моему, хорошо. Они так, походу, все-таки прямо с ним же едет, наверное, сутки, да, слишком вплотную, можно сказать, едут. Только они управлены, все остальные как-то подотстают. Ветеран на 53 постоянно. А вот угроженность машины посильнее, вроде бы как должна быть, чем у меня. Его начал был очень близок, но пока что не получилось у него. Еще и выбор в 22 секундах. Отрыв. Ну, все равно машину я вижу заднюю зеркало. Ну, такой отрыв. Что есть, что нет. Ну, пускай будет 1.53, но практически без ошибок. Буду пытаться быстрее и пропускать всех подряд. Вот, может, меня это, кстати, и погубило в прошлом рампе. Но 40 секунд, конечно, добавлять это сбит. Уже 54 даже почти. 26. Последний круг. Сколько я здесь раз пытался в этом тесте молодых пилотов пройти, но кое-что уже все равно так не прошел. Здесь вот, конкретно здесь я дождевой, можно сказать, не прошел. По дождем было пройти, но у меня не получилось. На золото. Кстати, как я не пытался. Серебро получилось. Да, серебро получилось точно, но золото ну вообще никак. Обалдеть. Он уже был почти вот. То есть он на скорости. По скорости он напрямую не делает. Прям dangerous. А Хилькенберг уже отстал. Хилькенберг все-таки уже сдался.
прямая. Блин, вот она. Нет, еще повезло. Феттель первый. Красавчик. Феттель. Что можно сказать? Red Bull. Хотелось бы, конечно, Феррари был. То Феттель уже часть Феррари, поэтому... Да. Маленькая победа для меня тем, потому что у меня штрафов никакие не назначили штрафы. И 5-е место еще. Повторение, я думаю, успеха где-то там все-таки обгоняет. Правильно. Здесь мы добавили 10 плюс 40 секунд. 48. Ну, я был бы на 7-м месте. На 8-м было. Вот там сразу плюс 40 секунд. И... Товарищ Мадоната 16-й. Я 5-й. Хюлькенберг 7-й. 4 очка только отыграл. Ну, это, конечно, Феттель Хэмилтон у нас 4 очка. Это, конечно же, на самом деле почти ничто. Глазами зрителя. Чё это? Не знаю. В общем... А Хюлькенберг теперь 11 очков осталось. Ну вот он уже... Да, что-то Росса вообще не едет. Это хотя бы Феттель первый, Хэмилтон второй, Алонсо третий. Алонсо пропустил Хэмилтона. Что, Зауберы 11 и 13 между Зауберами. Ну, Кубке конструкторов там не совсем все, да. На 7-м месте, на 42, Заубера 69. Red Bull первый, Феррари второй, Мерседес третий. Блин, здесь Феррари второй. Так, окей. У меня уже 40 очков, получу 10 очков. Здесь уже все-таки можно, ладно, посмотреть первый десятый. Более-менее. Проезжал почти там. Дальше гаража он не дал себя обогнать. В итоге. Более-менее, да. Могло быть и хуже, могло быть и лучше. Нет, но лучше бы, но вряд ли. Не поверю я, чтобы я смог бы лучше. Круто. 13 зеленых позиций. 8-9 уже по гонкам. 3-14 квалификаций. 12-5 лучшей круги. 42 очко. Ну, тут Остин. USA. Очко встретим за гонку 0-1. У меня 2,4. Две гонки США, Бразилия. При последняя гонка в этом этапе. И, так сказать, уже боевой дух у меня поднимается. Из-за того, что... Ну, все равно доля обиды, конечно же, но, безусловно, еще какая осталась. Если сейчас будут эти 2 подряд 5-х места бы. Ну что ж. Так. Как он так напрямую умудряется делать? Просто пока ехали прямо на меня уже. Ну, кто-то Red Bull, а это Вильямс. В принципе, ладно, окей, я поверю в эту разницу. Вот. Это крутое торможение, которого я не собирался делать вовсе.
то, что так немного нажал на газ и все уже. Здесь вот то же самое, в принципе, немножко нажимаю на газ и все. Уже не так, как надо. Все идет. Погнал пастора. Пускай на сколько? 39 тысяч, но с первой попытки обогнал все-таки его. Хэмилтон, Алонсо, Феттель. Старина Хюлькенберг 11. Я сделал пастора, я сделал пастора. Фух. Поехали в гоночку. Ой. А вот уже и 4:14. Так, ладно. Что у нас тут на каком? На 8-м аж? На более мягкий. А, окей, нормально. 6 кругов. Более-менее. Хотя, может быть, еще был на 1 круг попозже заехать, не знаю. Скажу, что ж не могу. Ну, такая трасса тягомучая. Я не особо от нее рад. Ехать надо. Поделать. Мало ли что мне не нравится. Так. Окей. Надо внутри проходить. Я забыл. Не будете меня страховать. Ну, не хотите, как хотите. Ух ты ж, блин. Протиснулся. Я не виноват, что он тормозил автоматически, чувак. Я бы этого не делал. Обгоняй. Нет? Здесь мы я тебя вот там договоримся. Старт не особо задался еще хоть протаранил в своем духе. Так сказать. Не так хорошо, как это как квалификация. Это уже... В общем-то, 2 секунды это уже, я считаю, мне их уже не достать, скорее всего. Проблема пытаться. Да,
тем более, что Миражан. Снова Роман. Да, ну как бы вот где-то торможение есть, а помощи от него не всегда очевидная какая-то, не знаю, как выразиться. Место у меня еще окей, это пока что на 4 очка. Пока что. Еще только второй круг закончился. Тут уже 3,7. Что там дожила? Очень интересно, они точно из 1.49 все выходят впереди меня. В этом я просто уверен. Может даже что-то еще из 1.48. Слава богу, Рожана не было рядом. Как я вовремя сказал, а? Это ж прям вот... Надо, чтобы был реально, я не видел его, как он сказал, то он меня обогнал. И это все, это снова он уходит в отрыв. Я не смогу всего догнать. А еще Райконен, который тоже вернулся в него. Надо столько еще половину дистанции. Который я проехал. Вот как мне. Надеяться на то, что он ошибется, они вообще почти что не ошибаются. Поэтому было бы глупо на них надеяться. Не забывай использовать систему ДРС для получения преимущества при обгоне. Да он даже не мигает, этот индикатор, что я это делаю. Ну хотя бы мигает. Райконен вот он реально рядом. Соперник отстает менее чем на секунду. Он может задействовать систему ДРС и атаковать. Попробуем здесь ускориться.
тоже вместо 4 2 очка. А еще пара таких ошибок. И вообще будет все печально. Сколько? Проезд был секунд. Штрафной проезд через питлейн за неспортивное поведение. Ничего не поделать, веди внимательно. Заезжай в бокс в течение 3 кругов. Вот, ну, то я думаю, что-то он думаю, штраф где проезд. Ну все, да здравствует. Снова в очковой зоне. 2 раза почти не хватит миссии, как приехал. Вот. Все становится на круги своя. С тебя вообще готов уже выбить. Если кто был бы рядом. Уже вообще будет хоть как выезжать. Еще уже все равно. Где позиции потерял, можно сказать. Ну, да, наверное, больше. Там боксы бы не заезжали. Вообще уже. Это трасса мне вообще не нравится. Ой, ну что поделаешь. По идее, зато должен снова вперед надо приехать. Он, в принципе, благодаря мне набрал 2 очка, так было не получилось 2 бомба. Ему тоже должен сказать спасибо. Вообще нужно сказать, да, что я не сделал доброе дело. Что 2 раза правила нарушить. В общем-то, мне кажется, выбор таких шин. Механики ждут, на этом круге иди на пит-стоп. Вот на этих будет уже повеселее, поинтереснее, так сказать. Хорошо.
Блин, я еще не ехал под стоп, а он уже передо мной выехал. То я еще заеду под стоп где-то. А он насколько еще от меня отъедет. Вообще будет прекрасно. Камешки эти проклятые, заколебал этот звук. Бокова. Еще вопрос, получится ли мне 13-м приехать. Ну, уже 13 место, точнее. Я не знаю. Вот, кстати, что мы как раз вообще угадали, можно сказать, почти круг. Кроме того, когда они лежат у себя максимум. Вы мне еще штраф сейчас дайте. Что, серьезно? А, просто видно. Ладно, впереди там какой-то турбос. Я пока что 14, окей. Нет, надо будет. А, Батон же меня обгонял. Что-то он совсем плохо, я еще штраф отбил. А он еще только впереди меня. Обалдеть. Что-то Джонсон сдаешь. Ну ты же не видишь, что ли, что у меня там машина. Поэтому у тебя балбесов формулы сейчас и нету. Батон что-то уехал слишком. Сразу же. Обалдеть, ну вот. Даже почти за 46 он уже выходит. Не, Батон я не догоняю, чувствую. И вот это вот есть очень печально. Что даже не смогу. Да, почему он догоняет, интересно. Стартовал там вроде 16-й. 6, да ладно. Опять мы с этим поворотом проблемы. Тут совсем, наверное, проблемы в принципе. Ладно, здесь окей. Поехали. Уже на 14.
было на 17-м вроде бы. Хотя я не мог столько проиграть на одном круге. Что-то я не вижу. Сейчас постоянно будет на 48 с копейками. Нет, не будет. Погорячился я. Даже будет хуже. Да. 6 секунд. К сожалению, Хюлькенберга я так и не гоню, а очень жаль. Могло бы получиться бы. Вот не штраф был, где я набрал 10 очков, а он ни одного. Добавить бы тебе виртуальные бы 10 очков бы. Я думаю, было бы все бы сейчас более-менее. Был бы шанс бы хотя бы. А, нет, я на 13 позиции. Стоп, завел. Ладно. Хотя бы команда за меня порадуется. На 45. Вот это дикие, а. Опять же хочу выразить такую мысль, что слишком тяжелый уровень сложности. Я уж не знаю, что там больше. Я не водитель. Хотя уметь жать на 4 кнопки, в принципе. Водителем быть не надо, чтобы уметь жать на 4 кнопки. Вот, к сожалению, не будет лучше. Говорю, что ушел из-за этого. Нет, немножко лучше. Ну, сравнительно с тем, что так вообще должен выходить из мусора, идти как минимум на таких шинах. Но почему-то не получается. Багни еще никого не может обогнать. Теперь ты думаешь, что никто боксу не будет заезжать. Так, 21 машина. Я ж там вроде бы никого сегодня не убивал. Они хотя бы проезжай по петле ему дали. Очень-очень интересно. Что-то время тихо от меня остается, что я вообще еду так развалюха, считай, по сравнению с лидерами. Что-то Торвос меня вообще давно не может. Ну, наконец-то набежал на 47. Ух ты. Вообще шестимил уже. Может, что-то верни все сломал. Если буду таким заниматься всем. Пережал газ. Я уже начал видеть даже его.
тебя. Нет, что у него или с резиной какие-то проблемы, я не знаю. Но я не мог так быстро их догнать. Да, ну как и отдалиться сейчас тоже, блин. Прохождение столько медленно было. Или все-таки шины нашли свою идеальную кондицию. Ну все, ну сейчас я их подотпустил. Было тут 3.8, сейчас будет 4 с лишним, если не 5. 48, 4.8. Ну да. Последний круг на 4.8 теряет за один круг. Еще верно, еще 7 секунд отстал. Хэмилтон уже выиграл, финишировал. Даже если бы сейчас победил Баттон, то все равно бы ничего не изменилось. Если бы не тот штраф, возможно, было бы что-нибудь по-другому. Готов я судить, как говорится. Надо все-таки побольше скорость развивать. Ты даже рукой-то не можешь. Там 18. Какой Ника? 11. В 4 секундах, к слову. Хэмилтон, Алонсо, Росберг, Феттель. Нет, Феттеля я не мог убить. Или мог? Где там вообще Феттель-то? Тут вообще на кого-нибудь другого-то можно? Только на муж или будет камера? Смотреть. Поэтому ладно. Был под ночку бы до Хюлькенберг. Под ночку. Хэмилтон, Феттель, Алонсо. Хэмилтон, господи, он сейчас будет чемпионом, обалдеть. Феттель, ты чё, Алонсо, вы чё, люди? Я 12-й, я дурак, это понятно. Ну вы-то чё, Феррари хотя бы на 4 очка. Red Bull опережает. Да, форс-индия к нам подбирается понемногу. Нет, нечему радоваться. Впереди последняя гонка. Фух. Итак. Это ерунда. По 9, то есть, кто сейчас придет быстрее, толпа. Тут будет впереди по победам в гонках. Победа это как-то странно звучит. Ну ладно. Обходы в квалификации это я вчастую проиграл лучшие круги.
выиграл тоже очко в пенальти, выиграл. В общем-то, Сан-Паулу. Ладно, посмотрим, будем ли мы продлять свой контракт. Ох, не знаю, ох, не знаю. Восемь часов. Что 7 было написано перед тем, как я зашел, что я 30 часов орал. Что до этого получается столько? Не знаю. Ладно, будем. Что это такое? Это совершенно не беда, конечно. Что это произошло? Место, да, обалдеть. Какое же 16 место занял? Я уже понимаю, что будет около 20-ки, если не за ней. О, да. С таким быстрым прохождением от поворота, это да, точно. Что-то серьезно можно претендовать. 2 секунды. Это уже финиш, господи, я забыл совсем текст вспомнить. 14. Я думаю, хуже будет. 1,9 в итоге проиграл. А если Кес бы раньше использовал, возможно, будет 13-й был. Но Блант 16-й, это главное. Хюлькенберг 10-й. В общем-то, явно нельзя переходить по этим результатам. Форс Инди такое. Торроса, Катара, Маруся. Точно 3 команды, которые я смотреть не буду. Остальные, ну, не знаю, по быстроте. Ну, Феррари, конечно. Хэмилтон, Феттель, блин. Алонсо нужно побеждать. Искал Феррари, Хэмилтон, Феттель, вроде бы. Алонсо, Хэмилтон, Феттель. Ладно. Я снова сделал Мальдонадо в квалификации. Малюсенькая победа для меня. Полторы тысячи километров. Средняя позиция 13. 17 квалификации. Да, насколько все хуже-то. Над противниками 0. А могла бы быть. Так теперь вообще уже с ним ничего не сравнивается. Ну вот, собственно, это итоговая, ну, не считая побед в гонке. Кого там что? Здесь на 8-м более жесткие. Может, долго слишком. Все-таки, не знаю, посмотрим. Терпение Кирс надо использовать. Через одну позицию. Гутьеррес обслугу почти сделал. Блин, все-таки я не стукнул.
11 очков я не отыграю, конечно, но... Вот таким хорошим поворотом ошибиться, это, конечно, надо уметь. Здесь вот то же самое. Блин, получается, что? Нет, так что не убью. Так, это прямая. Окей, вот есть просто ничего. Еще до сих пор уже кнопку думаю, что сработает. Уже совсем забыл. Не отпускать. Рядом. Не, далековато. Вообще с радостью бы Хэмилтона был бы. Если бы только смог. Что ты бьешься? Тебя побьюсь. При такой, извините, сейчас сколько на машину умрет. Это будет для меня очень тяжело. Росберг тоже сорян. Не нужно прорываться. Блин, слишком от меня далеко уже уезжает. На самом деле. Чересчур далековато. Я должен ехать просто феноменально, чтобы догнать Феттеля. Был бы красиво под конец сезона бы и на третьем месте финишировать, это прям просто было. На самом деле было бы шедеврально. Но нужно быть реалистом и понимать, что... Внимание! Твой преследователь отстает менее чем на секунду. Он может использовать систему ДРС и пойти на ход. Удачи ему в этом. Сейчас не слишком от меня уезжают. А это меня уже обгоняет. Вот же урод, а? Все-таки не игрок. Если опять автоматическая помощь поворота. Блин, не получилось меня нырнуть. Не забывай использовать систему ДРС для получения преимущества при обгоне. Что такое, приятель? Керса нет.
Короче, ставлю себе задачу. Если сейчас приезжает третьим, я еду второй сезон. Если не приезжает третьим, я не еду второй сезон. Все по чесноку было. Хотя там зря я, конечно, сказал. Не послушаюсь даже, потому что будет пит-стоп. Если пит-стопа вот это все догонять, обгонять, это я вообще не знаю, как я это буду делать. А еще когда я ехал за Фетом, я думал, что он третий или четвертый. Я только сейчас понял, что я на третьем месте просто еду. Блин, уже рядом опять. Не пускаешь ты меня. Спокойствие, только спокойствие. 5,8. 2,8. Похуже этот круг проехал. Хотя в том я и вовсе еще боролся с Хэмилтоном. А, ну этот тоже будет хуже этих всех. Блин, у меня система разбирается. Вот это лезешь. Не надо тебе никуда лезть. Блин. Не стыдно. Еще 3 круга почти ехать. Так шинах. Ладно, здесь вот не ошибался. Это самый частый поворот, где я ошибаюсь. Чаще этого поворота я, в принципе, нигде не ошибаюсь. Блин, как же медленно. Зачем мне использовать ДРС? Точнее, не здесь его должен был использовать, а вот здесь вот. На этой прямой перепутал все подряд. Соперник отстает менее чем на секунду. Он может задействовать систему ДРС и атаковать. Потому что здесь тут мозги не говорит мне про это, но, к сожалению, мы оба этого не сделали. Очень важный поворот для меня. Таких будет еще, к сожалению, очень много поворотов, которые важны для меня. Ладно, Феттеля отпустил, господи, да вообще все равно. Пускай. Ой-ой-ой. Механики ждут на этом круге, иди на пит-стоп. Какие чуваки. Надо здесь немножечко. Там напрямую у меня особо не получится разогнаться. Точнее, это будет немножко бессмысленно. Последний раз так разогнаться. Потому что здесь это сделано. Куда ты там, парень, чинишься? Что такое? Я тебе мешаю чемпионство. Я тебе мешаю чемпионство. Знал бы ты, как это... Насколько мне это вообще приятно, что я тебе мешаю чемпионство. Так, собраться. То что-то уже... Где-то летают у меня там мысли в облаках. Должны быть на трассе.
заезжаю. Это было нервно. Стоп. Я сейчас тоже поеду. 2, 3, давай быстрее, быстрее, быстрее. 3, 1. Плохо, но ладно. Блин, а Росберг... он позади меня, он сейчас только заезжает. Не должен. Вот, Романка еще не заезжал. И мне сейчас плохое почувствовал, что я могу вернуться за Хэмилтоном. Это тут вообще будет не по плану. Хэмилтон позади. 0,8, блин. Что так близко-то, а? Черт, еще полдистанции. Слишком медленно здесь вот прохожу. В идеале бы, конечно, оторваться бы от него, но нет. Чтобы оторваться я могу как в прошлой гонке от Верны. Это да, это я могу. А где бы еще оторваться? Это нет. 1,17. Ну почему я еще еду-то в темпе? Так вот. На 2 секунды, кстати, медленнее, чем лидер. Вполне обоснованно, что я никаким образом не оторвусь, потому что 10 секунд до Феттеля. Так, 2-1. Интересно. Непроходимость себе в голову, потому что, как обычно, начинаю задумываться о чем-то, начинаю косячить. Это очень похоже на меня. Как не удержаться? Блин, еще и дождь какой-то на России, непонятно. Как бы он все планы не испортил. 1,3. Вот тут было 2,1, уже 1,3. То есть сгорело. Преимущество. Ну, потому что я слишком аккуратно проходил поворот. Настолько аккуратно проходить нельзя. Это не мне помешало, по крайней мере, на 59 поставить. Немножечко лучше, но выйти я пока что не могу. Так. Рука держаться. Пока что для меня сезон является провальным. Но если я сейчас финишу на 3-м месте, то тогда уже можно будет сказать, что он хороший. Потому что я был уже на полпозиции один раз. И, в принципе, победить бы по-хорошему, если тогда бы сезон был бы отличный. А так он просто хороший.
будет. Блин, нет, что это такое? Я уже немножко теряется, мне кажется, концентрация, хотя сам-то, в принципе... Это очень, на самом деле, странно, почему не получилось пройти. Здесь, естественно, да. 5 десятых. 14 секунд. И 5 десятых. Интересно, он сам пользуется Грейс. Очень интересно. Секунду. Мы столкнулись, он немножечко подотстал. Это хорошо. Так получилось, что я на траву заехал. Постоянно. Я только начинаю оторваться, и происходит какая-то ерунда. Почему? Я не увижу его. Вижу тебя, и стрелочка уже высвечивается. Но это в любом случае лишил чемпионства. Блин, ну что это за балдеж? Так, ребята, мне пит-стоп не надо доехать. Ну, тут у меня же сильно это не подходит. Хотя, я думаю, сейчас никого не подходит. Хотя, может быть, кто-нибудь тебя заехал. Сейчас явно надо бы ехать уже. Остается 4 круга. Я просто настолько аккуратно с этих поворотов. Ну, почему именно сейчас дождь? Вот объясните мне. Почему он именно сейчас пошел? Не близко-то, Капец. Вот это вот дождь полил. Что, хотите сказать, что ему нормально ехать, да? Ну, стоп-то сейчас я точно не хочу поехать, если, конечно, все проедут. Если мне скажут, что надо ехать. Господи, как же он затормозил здесь, а? Не-не-не, нифига. Ну что это такое?
просто должен был это сделать, потому что это капец. Походу не хочет, чтобы я был на третьем месте. Просто занесло там буквально на ровном месте, да. 10. Они, наверное, на пит-стоп заехали. Пит-стоп. А я попробую так доехать. Это, конечно, будет очень суицидально. Это, короче, это не то, что это суицидально, это невозможно. Мне же вам не говорят, что надо в пит-стопы заезжать. И все. Ну, вот Хэмилтон уже заехал, вот Вейбер. Перемотать я ничего не могу. Почему мне не говорят, что надо в пит-стоп ехать? Ну, было тогда ехать в пит-стоп. Капец. На третьем месте. Ну все, сезон я не продолжаю, ни нового не начинаю, точно. Сам типа догадайся, да? Я-то думал, они меня позовут, типа, мне нужно ехать. Ну, короче, потрясающе. Вот так вот проиграть подиум из-за вот такого. Ну, лучше не подумаешь. Капец, все равно. Нет, блин. Машина не слушается. Это вот... Не, если формула реально это хочет, я больше не буду не играть. Без проблем, ребят. Я попробовал один раз. Я был близок к подиуму. Но... машина вообще не едет. Просто видно, как я захожу в повороты. Мне, походу... мне даже не дождевой поставили вроде бы. Капец, ну что это такое, ребят? Ну почему? Почему такое издевательство не надо мной? Я типа должен был сказать. Это же Фета меня обогнал. Это же надо меня обогнать. Я-то думал, что они сами поставят меня. Вижу точно. Ну, короче, как вот так вот не предусмотрели это в игре, я не понимаю. Это фиаско. Это даже не смешно, нет. Типа сам ориентируюсь, откуда я знал, что надо самому ориентироваться. Ну зато не дал Фетту при Хэмилтону выиграть. А нет, все-таки он выиграл чемпионат. Еще лучше. Ну все, свои слова надо сдерживать. Ой, победа на память. Катера, Маруся. Это.
Я только не хочу с вами продолжать, понимаете, ребят, в чем дело? Но вот не хочу. Но придется. Угу, замечательно. Ну и хватит с меня, пожалуй. Вот так для меня печально закончился первый сезон. Первый пилот, статус первого пилота пастора Мальдоната. С меня хватит. Как называется прекрасный фильм с Майклом Дугласом. С меня хватит, в общем. 142-й обзор подошел к концу. С вами был видеообзорщик, якобы блогер Пернатый ИгорЯна. И да пошла ты, FIFA. Господи, форма.